Мама, а что ты готовишь? Я сегодня, дети мои, буду готовить для вас миш кабартмасы. А для кабартмы что нужно сделать? Для кабартмы нам понадобится яйцо, соль, сахар, мука, дрожжи, молоко, масло и вода. Сначала мы дрожжи должны развести. Мы добавляем немножко сахарного песка и воду. И все это перемешиваем. Пока дрожжи у нас готовятся, мы начинаем второй этап нашей заготовки. Для этого мы берем 2 яйца. Вы умеете разбивать яйцо друг об друга? Так. Мы взбиваем яйцо. Добавляем сахар. Я добавила 2 ложки сахара, и мы взбиваем. Мама, а можно побольше сахара добавить, чтобы слаще было? Нет, золотце моя, нельзя добавить много сахара. Сахар может испортить тесто. Теперь мы добавляем 1 ложку соли. Еще взбиваем. Именно в этой последовательности нужно ингредиенты добавлять. Да, доченька, только в этой последовательности нужно все ингредиенты добавлять. Этот рецепт достался мне от свекрови, а свекрови от своей свекрови. Твоя задача будет научиться и дальше передавать вот этот рецепт. Тогда, мама, я должна тебе помогать, чтобы научиться. Конечно, дочка, я с удовольствием приму твою помощь. Давай подойди ко мне. Теперь мы должны добавить воду. Сал менен суны ал. Айда сал. Бітіресін салы бітірме. Сал. Сал, тағын сал. Вот, болды. Қой. Мы добавили воду. Теперь молоко. Салы бітір. Теперь ты давай попробуй взбивать. Вот, булат, резче. Қызурақ. Вот, порезче. Вот, держим одной рукой тазик, с другой рукой взбиваем. Молодец. Теперь нужно подсолнечное масло добавить. Салабыс. Масло не все. Вливаем. Еще немножко. Молодец. Остаток нам пригодится. Теперь нам нужно сюда вылить наше тесто. Готовое ли тесто? Вот, уже дрожжи подошли. Теперь, дочка, мы с тобой готовим уже настоящее тесто. Для этого мы берем муку. Теперь ты мне муку добавляй, а я продолжу взбивать. Вот, добавляй. Сал, кызым, сал. Сначала могут появляться вот такие комочки. Это не страшно, оно в конце превратится в одну массу. Не бойся трогать рукой муку. Не бойся, вот. Сал.
Вот, дочка, у нас тесто уже почти готовое. Мама, если ты хочешь печь в печке, то нужно принести дрова. Сынок, иди принеси дрову. Теперь последний этап заготовления у нас теста. Для того, чтобы нам почувствовать, тесто готовое ли, нам надо потрогать руками. Тесто у нас еще липнет к руке. Значит, тесто у нас пока еще не готовое. Нам нужно добавить муку. Айда, сал. Мы руками месим тесто. Видишь? Она потихоньку уже начинает отлипать. Еще немножко муки. Тесто должно тянуться, но не липнуть рукам. Қамыр сузылырға тиеш, әмма қолдан қубарға тиеш. Вот. Тесто у нас считается готовым. Мама, какое красивое тесто получилось. Да, доченька, вот не надо бояться, если не боишься, все хорошо получается. Мама, смотри, я сколько дров принес. Ох, какой молодец! Да, сынок, ты такой же сильный, как твой папа. Теперь мы тесто оставляем отдыхать и должны накрывать полотенцем, чтобы она отдыхала. Дочка, давай пока я буду тесто готовить, а ты намажь, пожалуйста, маслом сковороду. Это из гусиного перья сделано. Да, сынок, помнишь, мы в прошлом году сделали вот такие помазки. Все хорошо, спасибо. Рахмет, кызым. Жырлайбыз ма? Ал текші. Яма ширме туып өскен жерім, әгер сенен айырылсам, білмеймін нишлер едім. Ерақлардан сағынып қайтам, туған ауылым сені. Қырларың, басуларың қаршы ала мені. Яма ширме, туып өскен ерім, әгер сенен айырылсам, білмеймін нишлер едім. Яма ширме, туып өскен жерім, әгер сенен айырылсам, білмеймін нишлер едім. Это была песня про нашу деревню. А давайте споем песню про девочку, которая танцует. Так же, как наши огоньки танцуют. Посмотрите, как огоньки танцуют у нас. Бас қызым әпипе, сен басмасаң, мен басам. Бас қызым әпипе, сен басмасаң, мен басам. Сенің басқан ізлеріңе мен де кетіріп басам. Сенің басқан ізлеріңе мен де кетіріп басам. Шуршат. Так. Какие круглые и румяные.
они еще не совсем румяные. Вот сейчас мы помажем маслом, еще раз засунем в печку, и будут они совсем румяные. Ну-ка, дети мои, вот, посмотрите, посмотрите, как они подрумянились, посмотрите, какие красивые. В татарском народе говорят, какие румяные. Вот наш меч кабартмасы готов. Мама, это такой вкусный мед. Это мед этого года? Да, конечно, дочка. Вчера же пап принес. А зачем мед добывают пчелы? Ты что, сынок, разве не знаешь? Сейчас я сказку буду рассказывать, почему именно пчелы собирают мед. Давным-давно в одном красивом лесу жил-был хранитель леса. Хранитель леса уже с каждым годом становился все старше и старше и обессилел. В один прекрасный день хранитель леса созвал всех насекомых к себе на собрание. Дорогие мои друзья, родственные души, я уже с каждым днем становлюсь старше, старею. У меня все меньше и меньше сил для того, чтобы собирать мед. Нам нужно определить, кто же после меня будет собирать в нашем лесу мед. И все захотели быть первыми, и все захотели собирать этот мед. Все начали потихоньку делать посуду. Всем хотелось быть первыми, всем хотелось стать собирателем меда. В один прекрасный день хранитель леса объявил, что сегодня уже последний день. И все старались целыми днями, готовили посуду, емкость для хранения меда. Все начали потихоньку показывать хранителю леса свои посудки. У кого-то посуда поломалась, у кого-то посуда была очень-очень хрупкая. Вот самым последним принесли свою посуду пчелы. Они приготовили соты для меда. Все удивились, увидев эти соты. Соты были сами и хрупкие, но тем не менее очень прочными. А соты были не тяжелые, они были очень легкие. И в приготовлении тоже были свои секреты. Все удивились, увидев соты, и хранитель леса вышел посередине и сказал: вот видите, если трудиться, то все всегда получается. И объявил, что в этом лесу пчелы будут собирателями меда. И с того дня мед собирают только пчелы. Дети, мы с вами приготовили тесто для урамы. Теперь мы будем раскатывать тесто и готовить.
почему она называется урама? Потому что тесто не просто варится, она при варке закручивается. Поэтому она называется урама. Мы с этого теста будем полосочки вырезать. И эти полоски будем готовить на масле. Сейчас мы проверим масло, готова ли она. Масло готово. Теперь мы ураму кладем в масло, и она будет готовиться у нас. Вот у нас первая урама готовая. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой, горячо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла иляха илляллах. Мам, как красиво получилось. Дашь попробовать? Какой ты хитрый мальчишка. Сейчас дам попробовать. А вы знаете, в старину всегда моя бабушка говорила, что первое блюдо не должны пробовать дети. Первое блюдо должен пробовать взрослые. Вот теперь уже у нас первое блюдо есть, второе есть. Вот я вам даю третье блюдо, что вы попробовали. Мама, а почему она не сладкая? Мы не добавили в тесто сахара, поэтому у нас она получилась немножко пресная. Для того, чтобы подсластить, мы добавляем туда сахарную пудру. Хазір болып барағыз әлі. Сейчас попробуйте. Вкусно? Видите, дети, сколько всего у нас сладостей получилось. Но много сладостей кушать нельзя. А что с этими делать? Давайте соседей угостим. Правильно, соседей угощать – это обычай татарского народа. Молодец, Улан. Пойду на улицу, посмотрю, кто там есть. Kızlarım, babalarım sigarga ketesizmi endi hazır? Янкей, сенің рұқсат білән мен балаларны сыйлап келейін енді. Бар, ишен сау, ошатып, ішіртіп келегіз, тиміріп отырмасынlar. Ярый кеттік. Бас қызым әпипе, сен басмасаң мен басам. Бас қызым әпипе, сен басмасаң мен басам. Сенің басқан ізлеріңе мен кетіріп басам. Сенің басқан ізлеріңе мен кетіріп басам. Бас қызым әпипе, сен басмасаң мен басам. Бас қызым әпипе. Mis
sizga kuchdan olib keldim, bolalar. Siylanib qaraysiz keladimi? Haydagiz boshqa o'yin o'ynab ko'rsatigiz, ondan so'ng men sizni shu urama bilan siylarman. Nima o'yin o'ynaysiz? Shumaqas. Haydagiz o'ynaymiz. Balalar, iskitkish motor ittirib o'yin ko'rsatdingiz. Iskitkish motor bo'ldi o'yinig'iz. Endi hozir urama bilan siylanir vaqt yetdi. Temli bo'lganmi balalar? Tag'in shulay o'yinlar o'ynasag'iz, men sizga tag'in da temliroq ayirlar, tatar rizqlari pishirib oshatirman. Balalar, bu nindi rizq bo'ldi endi? Ura! Balalar, amonsi endi bizning mish qabartmasi deb atalar. Aydagizali balalar, rahim etib olingizali. Balalar, endi mish qabartmasidan da og'iz etib qarag'izali. Temli bo'lganmi? Balalar, temli bo'lganmi mish qabartmasi? Alaysa siz siylanig'iz, oshlaringiz temli bo'lsin balalar. Men sizga rizqlarni istal yanında qoldiram. Aminim ishlarim ko'p. Men endi yararmi? Yarar. Rahmat balalar, sog' bo'ling. Книга «Таджин», «Кускус» и другие марокканские удовольствия. Знаете, чтобы собрать рецепты для этой книги, я неоднократно летал в Марокко. Летал вместе со своим помощником Абдулой. И мы собрали в этой книге самые удивительные марокканские рецепты. Знаете, что такое марокканская кухня? Ну, во-первых, блюда для этой кухни готовят традиционно в таджинах. Но мы расскажем, чем заменить таджин. Во-вторых, в этой кухне используется много специй. Но на наше счастье все эти специи продаются на наших рынках. И даже в обычном супермаркете можно пойти и купить все вот эти специи, которые здесь на картинке. Ну а продукты самые обыкновенные. Мы тоже готовим еду вот из лука, из помидоров, из болгарского перца. Мы готовим эту еду, нашу еду из баклажан, кабачков, сельдерей, тыква, морковка, перец, цветная капуста. Скажите, пожалуйста, что-то есть здесь незнакомое? Ну, на самом деле, что-то незнакомое есть, например, соленые лимоны. В Марокко можно в любой лавочке купить, а я вам расскажу, как можно эту восхитительную закуску сделать прямо дома. Какое масло используется, какие необычные специи используются, все очень подробно. Посмотрите на фотографии. Это Абдулла, мой помощник и друг, а это Камаль Рахаль, сын шеф-повара короля Марокко. И
мы готовили вместе с поварами, которые готовят для королевских праздников, для королевских свадеб, для королевских юбилеев. Но при этом пошли на улицу и посмотрели, как готовят в таджинах на улице. Вот просто на автобусной остановке. Это ведь тоже очень интересно. Я расскажу вам о марокканских базарах, я расскажу вам о ресторанах, что стоит заказывать в Марокко, а что нет. Мало ли чего, может кто-то соберется поехать в Марокко. Но в целом эта кухня, по моему мнению, является как бы продолжением узбекской либо азербайджанской кухни. Понимаете? Вот вроде бы все то же самое, только вкус немножко другой. Вкус новый, блюда новые. Вот, кстати говоря, та кухня, где готовится еда на королевские праздники. Видите, какая огромная кухня, огромные казаны. Заказать эту и другие мои книги можно в интернет-магазине stalik.ru. Эту книгу можно получить еще и бесплатно, если вы купите 2 другие книги. Подробно об этом рассказано на моем сайте. Там постоянно происходят какие-то акции, скидки. Так что обращайтесь на сайт, вам помогут сделать правильный выбор. А при желании вы можете получить эту книгу еще и с моим автографом. Желаю вам успехов!